несколько слов для учеников школы Кайлас, очень важных таких слов, которые бы мне хотелось вам сказать. Помните, на одном из своих семинаров я говорил о том, что существует определенный слог. Это слог НАК. Это слог НАК, который делает или который может помочь человеку засветить его энергетический кокон золотом. Для чего это делается? Человек каждый в своей жизни выбирает для себя три пути. Один путь — это путь его обычной жизни как животного. Второй путь — это путь его думающего человека. То есть человек начинает думать, он начинает логически размышлять о том, да, о сём, читает книжки, погружается в медитации и так далее. Существует еще третий путь. Данный третий путь называется путь движения или путь осознания Бога. Он называется по-другому путем преданности Богу. И этот путь могут выбирать некоторые ученики моей школы. Данный путь могут выбирать те ученики, которые прошли 4-ю ступень, 5-ю или выше ступени. Это путь преданности Богу. Каким образом это все происходит? И что такое эта преданность? Мне бы хотелось несколько слов об этом сказать. И что это дает человеку? Всю свою жизнь, сколько бы человек ни перерождался, а наша вера учеников школы Кайлас говорит о том, что человек перерождается, то есть умирает не насовсем. В каждом из нашего перерождения у нас всегда появляется идея, она мимолетная или она навязчивая или какая-либо еще. И она у нас появляется как бы естественным путем. Эта идея у нас появляется как идея осознания Бога, идея прикосновения к чему-то высшему, идея познания чего-то высшего, идея понимания сути происходящего на планете Земля, происходящего, собственно, с самим человеком. К этому, в общем-то, стремятся всегда все духовные люди. Они стремятся к познанию высшего, стремятся к познанию божественного, стремятся прикоснуться к этому. Как это происходит, я вчера вам рассказал. То есть нас ограничивает наше сознание, которое упирается в наш энергетический кокон. Но стоит нам только немножко преодолеть элемент энергетического кокона, чтобы мы могли почувствовать божественное. Но сделать мы это не можем, так как энергетический кокон или наша душа, она защищает наше сознание, чтобы оно не выходило за пределы энергетического кокона. Именно поэтому нам чрезвычайно сложно преодолеть этот барьер, и сделать это могут только уникальные люди. И уникальность их заключается в аномалии развития их энергетического кокона. То есть у обычного человека энергетический кокон имеет 3 листочка, верхний и 3 листочка нижний, или 2 листочка левый и 2 листочка правый. У аномальных людей листиков может много быть, и у них может происходить как бы проникновение через щелочку, соединяющую нижний листик с верхним листиком, просачивание сознания. Само сознание при этом очень подвижное, необремененное, такое очень пылкое, горячее и так далее. Это такой атовизм, который встречается у людей по каким-то причинам. Такие люди существуют, но их, к сожалению или к радости, небольшое количество. К чему я это все говорю? Нашей же задачей, которую мы развиваем у себя как ученики школы, является задача все-таки не сделать так, чтобы перейти в Бога, а сделать так, чтобы Бог вошел в нас и объединился с нашей душой. Каким образом это делается? Мы это можем практиковать с элементом преданной джапы на слог НАК. Каким образом это делается? Обычно это делается так. Я могу сказать вам, сначала я скажу, как делается, а потом скажу для чего. Человек должен, вообще путь познания Бога, это путь где-то такой, с хлебом в руках, без единой звезды, вечно один. Это путь познания. С хлебом в руках — это когда человек не задумывается о материальном. Без единой звезды — это человек не задумывается о славе. Вечно один, потому что человек не навязывает свои идеи кому-либо.
Это и есть путь достижения большой божественной духовности. Развивая его нужно преданно, практикуя джаппу. Это джаппа произношения слога нак. Каким образом это делается? Человек начинает чувствовать порыв, страстный порыв своего сердца и своей души по направлению к доброму Богу. При этом он произносит на вдохе, на выдохе нак, и при этом представляет, будто смотрит на себя сбоку и видит искрящийся золотой цвет, подобно солнцу, не видя себя при этом внутри. При этом он ловит максимально ощущения, возникающие от такой медитации в своей груди. Данная медитация является ключевой медитацией для учеников высоких ступеней, является ключевой медитацией, которая способна изменить жизнь человека и которая фактически способна привести человека к высокому состоянию духовности. Это та медитация, я ее называю по-другому джапа-медитация школы Кайлас, которая может помочь человеку вырваться из обремененного сознания, успокоиться по отношению к тому, что будет плохого или хорошего в жизни, изменить свое настроение, изменить свое самочувствие, изменить свое сознание, измениться самому, прийти к высокому духовному состоянию. Вот такую джапу я рекомендую вам сегодня вечером попрактиковать. Как она практикуется? Первое, очень важное. Человек должен расслабиться. Это очень важно. Он должен практиковать джапу сидя. Он должен быть полностью расслаблен. Лучше ее практиковать в утреннее время. И лучше ее практиковать до 7 вечера. Ну, можно и вечером, ничего в этом страшного. Но лучше все же делать это в первой половине дня. Во время такой джапы необходимо шепотом произносить на вдохе и на выдохе слог нак, при этом представлять себя золотым. При этом нужно обязательно, первое, максимально расслабиться. Второе, максимально настроиться на ощущение чувства радости в середине вашего сердца и в середине вашей груди. Третье, направить голову и глаза немного вверх, ощущая, если будет такая возможность, небо, которое как купол, и под этим куполом, под Богом летают ангелы с трубами, воспевая песнь вашей джапы. Вы таким образом направляетесь и все свои чувства направляете вверх, направляете в сторону божественного сознания, направляете в сторону понимания божественного сознания. И таким образом энергия Бога сливается с энергией вашей души и открывается для вас невероятные, новые, ни с чем не сравнимые чувства, мысли, расширяется сознание. И самое интересное, появляется невероятное качество тотального, кардинального, невероятного спокойствия и везения. Это то, что может дать человеку его внутреннюю силу. Это то, что может настроить на победу, это то, что может сделать нас более сильными, более постоянными. Это и есть один из основных методов нашей школы, один из основных методов нашего проявления и нашего желания, нашего прикосновения нас и, собственно, Бога.